Друзья, я вас приветствую, меня зовут Егор. Сегодня я в своем шалаше. Сегодня, как и в прошлый раз, идет дождик. Дождливая погода, уже глубокая осень. Вот-вот должна зима, но у нас вместо снега идет дождь. И это так каждыми днями. Сегодня я запланировал очень ответственное дело. Я хочу снять вот этот тент и перекрыть крышу рубероидом. Но погода, конечно, вносит свои коррективы, но ничего страшного. Я думаю, дождик там не помешает, дождик не проливной, поэтому по чуть-чуть по одной стороне будем перекрывать. Так что, друзья, всех приветствую, присаживайтесь поудобнее. Я начинаю. Приятного просмотра. В шалаше все так же царствуют мыши. Они пристали к вот этому фольгированному асбесту. То ли он им не нравится, то ли наоборот очень сильно понравился. Все больше они его растермошили уже. Фольгу почти тут с угла начали снимать. Непонятно, что надо этим мышам. Нужно будет обязательно плинтус прибить. Вот надо будет. И сегодня, когда буду застилать крышу рубероидом, буду протыкивать той самой асбестовой ватой, про которую я говорил в прошлый раз. Вот где, кстати говоря, она утыкана уже, то там нормально, мыши не ползают. Буду это протыкивать снаружи, а здесь уже потом буду подтыкивать по месту. В общем, сейчас буду топить печь, так как холодно, я весь вымок, пока до сюда добрался. Еще нужно будет поднести стройматериал. Так что печка это обязательно. Перед выходом уже думал, может быть, отказаться от этого дела, перекрывать крышу в следующий раз. Но сейчас по дороге сюда подумал, что все-таки нужно это было сделать. У нас погода непредсказуемая, вот дождя-то и не должно было быть, но вот идет дождь. А кто его знает, может быть уже завтра будет снег, и под этим всем застывшим снегом перекрывать не получится. Поэтому уже не буду откладывать это дело на следующий раз. И буду делать это сегодня. В прошлом выходе, когда я здесь делал кровать, на улице был тоже дождик. Дождик был тогда не слишком большой, но все равно при продолжительном нахождении наружу под дождем я весь вымок. Вымокла у меня шапка, и сейчас, кстати говоря, вымокла, пока здесь подтаскивал материал. В этот раз я с собой взял водонепроницаемую шапку и водонепроницаемые перчатки. Перчатки я, конечно, сейчас надевать не буду, пока работаю, чтобы их раньше времени не продырявить. Прорезиненная ладонь, указательный палец реагирует на сенсор. Можно будет зимой, не снимая перчаток, но не только зимой,
ну и в дождливое время. Так, вот прочитаю состав перчаток. Так, где? Наружный слой 46 полиамида, 29 полиэстера, 21% вискоза, 3% эластадин, 1% эластан. Так, внутренний слой эластичная водонепроницаемая мембрана Парель. Это запатентованная технология этой фирмы. Так, ну и внутренний слой 40% шерсти, 40% акрила и 20 полиамид. Даже, друзья, не чувствуется, что рука сырая. Вообще ни чуточки. Первое впечатление, конечно, я поражен. Перчатка сырая, а рука сухая внутри. Вот, абсолютно сухая рука. Так что, друзья, оставлю ссылки, можете посмотреть, почитать и тоже испытать на деле. Стою под козырьком, выходить под дождик неохота, уже весь вымок, становится прохладно. Более-менее я протыкал все вот эти соприкосновения сруба с крышей. Надеюсь, мыши теперь будут ползать с трудом, будут вспоминать меня, когда будут грызть эту базальтовую вату. Понятно, что это такая временная мера. Эти мыши, если им надо, они все равно проникнут. Рано или поздно, там несколько поколений будут грызть эту базальтовую вату, но рано или поздно они все равно проникнут внутрь. Вот, стою под козырьком. Хочу я сейчас ее делать больше. Вот этот козыречек принес я с собой 5 досок. У меня здесь еще одна была, того 6 досок. Насколько получится, сделаю подлиннее, чтобы не мочило вот это крылечко. Ну и вот эти доски, которые именно соприкасаются с бревном, я буду протягивать вот таким конструкционным саморезом с пресс-шайбой по дереву.
чтобы вот эти щели максимально сильно уменьшить, притянув доску к срубу. Ну и соответственно усилить вот эту стену. Так как мне в прошлый раз писали, когда ты говорит, что я делал, заходил, вот что-то открывал дверь, по-моему, шаталась стена. Да, она шатается. Зимой я не прокручивал вот этот сруб к доске. Вот, он шатается, когда выходишь, заходишь, топаешь, в общем, вот так ходит. Сейчас буду прокручивать, усилять, и вот эта проблема, она должна уйти. Сруб этот у меня на нагилях, так как он стоит плотно, крепко, он пока никуда не девается. Но если хлопнуть посильнее, то этот домик может рухнуть, как в том советском мультике про 3 поросятков. Ну вот, что я могу сказать. Кстати, в шапке тепло, жарковато, сыро. Моя бы шапка уже та бы точно была насквозь сырая. А это как бы сырая снаружи, но сухо внутри. Дождик, конечно, весь день сегодня вносит свои коррективы. В общем, принял я решение, что завтра буду заниматься крышей. Буду уже завтра ее перекрывать. А пока дождик идет, я буду заниматься здесь внутри. У меня здесь есть мешочек, 1 рулон джута. Буду я вот теперь с этой стороны утеплять. С той стороны я протыкал, буду сейчас здесь. А то получается, если я прикручу вот этим саморезом-то с пресс-шайбой, прикручу, у меня доску придавит, с этой стороны я уже сделать не смогу. Поэтому пока буду заниматься здесь внутри. Растопил печку, по новой подкинул дровишек и буду сейчас здесь работать. Все, что можно на сегодня, я сделал. Надеюсь, завтра к утру дождик закончится. Завтра с утра самого надо будет перекрыть. Если дождика не будет, то сразу, не задумываясь, скидываю все тенты и буду делать по одной стороне. Сперва эту, потом ту.
Вот, что-то я тут пригляделся, так-то мыши нормально погрызли вот эту базальтовую вату с фольгой. Не знаю, что они в ней нашли, но грызут, заразы, все, что можно, все подряд. В следующий раз я планирую сюда установить окошко, сделать посветлее. Ну и, конечно же, закрыть все вот эти щели плинтусом. Это у меня на следующий раз задача. А потом уже можно будет и продолжать дальше. Кстати говоря, очень много поступало комментариев с прошлого раза, что типа сделай ты шире кровать, неудобнее. Я вам скажу, что вот сидеть мне сейчас комфортно, я не горбачусь, ничего, я вот могу вот так спокойно сидеть. По поводу того, что будет холодно, да, с этим я не спорю. Тут нужно будет что-нибудь пришить. Конечно бы в идеале сделать здесь полное утепление крыши каким-нибудь экструдированным полистиролом. И будет здесь прямо как в термосе. Прям жара, я представляю, если это сделать, будет очень-очень жарко. Вот, поэтому спать здесь, наверное, соглашусь, да, с вами, что будет попрохладнее зимой. Но все опытным путем, в общем, проверим. Забегать пока наперед не буду. И говорили, что не совсем удобно точнее, не совсем правильно сделал кровать. Нужно было ее сделать к той деревянной бревенчатой стене. Как-то вот так вот. Такие комментарии поступали. Тут на самом деле, не знаю, на вкус и цвет, в принципе, можно и там было. Но охота, конечно, сделать намного компактнее. Можно и там, конечно, откидную сделать. В общем, пока вот так вот. Остановлюсь на этом варианте. Ну и, конечно же, я тут уже распланировал такой а-ля мини-гарнитур. Если я сделаю кровать сюда, то как я сделаю гарнитур тут? Тут вот он точно будет мешаться. То есть он будет, допустим, шириной 90 сантиметров, а выступать он будет из-за ската вот буквально настолько. Как бы это тоже тут не совсем как это уместно будет. А тут он гармонично впишется. Так что вот, друзья, буду отдыхать уже. Ну и завтра пораньше, как только рассвет будет, буду заниматься крышей. Доброе утро всем. Печка ночью не умолкала. Всю ночь шел дождь, закончился где-то под утро. Ночью упали доски, рухнули, блин, испугался. Внезапно было неожиданно. Кстати, вот еще номер одна проблема с мышами. Видите, да? Сырые доски, здесь сухо. Тент вот этот он прилегал неплотно. И мыши очень активно ползали под тентом. Вот особенно вот эти складки, они вздуются. И вот они вот так вот ползают. Здесь прогрызли, я уже заклеил. Вот так вот прямо полосу прогрызли. И еще где-то прогрызли, я видел.
Крыльцо у меня увеличилось на 2 доски. С этой стороны я подгоняю под трубу. Сейчас вот вторая доска будет, сделаю также аналогично. Осталось вот там подровнять. И можно будет застилать рубероидом. Вот как-то так. Такое крыльцо получилось широкое. Дверь теперь в открытом состоянии, хоть мокнуть не будет. После вчерашнего продолжительного дождя, который шел практически сутки, сегодня прояснило, солнышко вышло, светит ярко. Тучи есть, но тучи не серые, не дождевые. Вчера все вылилось. И такое ощущение, будто завтра будет хороший такой крепкий заморозок. Здесь я все сделал. 2 доски установил, трубу обошел, спилил на коньке доски, которые торчали. И я, в принципе, уже готов перекрывать крышу рубероидом. А перед тем, как начинать это делать, мне нужно будет прокрутить доски, которые я вам говорил, саморезами с пресс-шайбой. И тогда можно будет уже начинать. Вот как-то так. Еще немножечко, и крыша у нас будет не зеленая, а черная. И намного лучше. Хотя бы, по крайней мере, уже пропускать не будет. И не будет возможности у мышей ползать под тентом, который вот здесь сейчас. Эта сторона готова. Помучился с 4-м слоем. Прямо одному вообще неудобно на высоте. Этот край закрепляешь, тот потом рвется, падает. Короче, пришлось побегать туда-сюда. В следующий раз нужно будет прибить рейки
возьму с собой циркулярную пилу мобильную от аккумуляторной батареи, распущу вот эти 2 доски, которые валяются вот здесь, упали ночью, которые с грохотом. Их распущу и прибью рейки, чтобы рубероид не сорвало потом ветром. Хотя вороны уже разлетались. Хотя рубероид хорошо прибил. Делал зазор на хлест примерно 10-15 сантиметров, так как рубероид этот плохой нынче делают. Он со временем на солнце начинает ссыхаться. И чтобы не было щелей потом, делал побольше нахлест. Все, теперь приступаю на ту сторону. Там у меня труба, вот с ней еще придется помучиться. Кстати говоря, очень хорошо, что вот 4-й лист пришел прямо под конек. То есть 5-й лист, он будет прямо на коньке лежать. Это уже будет попроще намного. Тут у меня загвоздка небольшая. Пока оставлю так. В следующий раз возьму с собой битум, немного расплавлю и вот эту штуку приклею. Пробовал я вот эту штуку заправлять под рубероид. В принципе, так и надо делать. Это правильно. Но этот рубероид у меня марки 400 или 350. Вот это 300-й рубероид, он более тоньше, но он эластичный. Его прям приятно так раскатывать. А этот немного потолще. Но он этот как будто бы такой сухой, очень дубовый и рвется. В общем, решил вот так пока оставить. Это я подправлю и все потом битумом тут залью. И все тут будет герметично. Ну тут в принципе не так критично, но все же надо будет битумом залить. Пока так оставлю. На следующий раз. Очень много времени у меня отнимают именно верхние листы. Одну часть закрепляешь, ползешь на вторую часть, там отрывается, все падает. И приходится туда-сюда по много раз бегать. Сейчас идет 1 лист еще, и сверху будет 3-й. То есть вот этого рулона не должно, а по расчетам хватает еще на 2 таких ската. Вот как-то так. Даже вот видите, отличается цветом. Он как бы вроде бы понадежнее, потолще, но слишком сухой, рвется. А этот получше, считаю. Как-то в плане работы с ним. Я словно вышел из бани, весь потел туда-сюда, намучился я с этим рубероидом, а именно с этой маркой. Он вообще, он как бумага рвется. Намучился я. Сейчас я уже выкладываю конек, делаю 2 слоя. Вот у меня сверху обрезки, я их уложил. Сейчас вот этого самого плохого рубероида, который мне тут дал, блин, прикурить, его буду делать последним финишным слоем сверху. Потому что конек, он, снег падает, он продавливает, а вот там скат острый, может порвать. Поэтому в 2 слоя. В общем, еще чуть-чуть осталось. Я весь белый в этом, в тальке. Как муку разгружал, блин, вагон.
Вот такой вот результат. Крыша абсолютно готова вся. Крылечко стало побольше. Мочить теперь не будет. Вот с этой стороны все. Вот. В общем, намучился я вот с этим рубероидом. Так что имейте в виду, если вдруг решите взять потолще. Рвется он на раз-два. Может быть, партия старая попалась, не знаю. Ну, очень-очень сильно намучился. Вот с этим намного проще, он эластичнее. Один угол прибил, тут протащил, отрезал, и ничего у тебя не рвется. А тут вон пока, кстати, вот этот верхний слой застилал. Здесь я порвал, там порвал. Короче, так себе недоволен я этим рубероидом. В следующий раз я сделаю вот это. Вот это возьму битум здесь, наплавлю, приплавлю все, чтобы было герметично. Не получилось. В общем, подсунуть, смотрите, вот начал подталкивать и порвался. В общем, туфта этот рубероид. Вообще нисколько мне не понравился. В следующий раз принесу с собой же вот эту базальтовую вату, стекловату, которую вот я вот утыкивал. И здесь еще трубу обложу, чтобы контакта с доской было намного поменьше. В общем, по мелочи думал, управлюсь это за пару часов, а по итогу с самого утра и уже сумерки вот-вот, и скоро стемнеет. Запланированные мои дела растянулись на очень долго. Первый день мне не дал дождь проливной, целый день он лил. Ну а во второй половине, конечно же, пришлось помучиться одному тут с рубероидом побегать. Хотя я думал, что это займет у меня немного, пару часов, но заняло, наверное, половину светового дня. Уставший, но довольный, я выдвигаюсь домой. Кстати говоря, я вот сейчас заходил в шалаш, и как будто бы еще плюс 10 к уютности стало после перекрытия крыши. Друзья, я вас всех благодарю за просмотр. Обязательно заходите, подписывайтесь. Очень смотрят меня без подписки, поэтому жду вас. Подписывайтесь, заходите в телеграм-канал. Ну и всем пока.